Как театр начинается с вешалки, так и путешествие часто начинается с парковки. В Канаде я рекомендую пользоваться подземной парковкой, чтобы не стать жертвой погоды, особенно зимой. Тем более, эта парковка расположена близко к главной достопримечательности. Вон она, достопримечательность, светится на фоне темного неба. За моей спиной отель, который всех чаще в мире фотографируют. Привет! Вы на канале «Пройдемся по Канаде». И сегодня мы пройдемся по Квебек-Сити. При выходе с парковки я встретил вывеску, которую не смог пропустить, и посетил само заведение – пиццерию Полина. Внутри пусто, нет народа и на улицах. Я был в Квебеке в январе. Рождественские праздники стихли, а зимний февральский фестиваль еще не начался. Если пройти дальше по улице, тут же неподалеку один из самых старых сохранившихся домов Квебека, постройки конца 17 века. Последние 50 лет в нем ресторан с квебекской кухней, где есть мясной пирог, оленина, утка и мясо бизона. Внешний вид дома демонстрирует отличительную особенность строительства тех лет. Высота крыши почти в 2 раза выше высоты первого этажа. На такой крыше снег не задерживается. Квебек был основан в 1608 году Шампленом, чей памятник мы сейчас видим. Город почти на 100 лет старше Петербурга. С погодой сегодня повезло, около -3. Легкий снежок. Год назад, когда я тут был, я не смог выйти вот на эту улицу. Меня сдувало. Порывы ветра были до 90 км в час, и я не мог устоять на ногах. Внутри машины намного комфортнее, ее не сдувает. Первым переселенцам было намного сложнее. Из 32 человек, прибывших с Шампленем, первую зиму пережили только 9. Так себе статистика. Год назад я нырнул в туннель здесь направо и укрылся от ветра во внутреннем дворе отеля «Шато Фронтенак». Здание возведено в конце 19 века. Отель входит в серию великих отелей канадской железной дороги. Узнаваемый стиль «Шато» украсил города всех провинций Канады, кроме морских провинций восточного побережья. Города Монреаль, Оттава, Виннипег, Саскатун, Эдмонтон, Ванкувер. Но самый живописный из отелей, конечно, этот – «Шато Фронтенак» в Квебеке. Отель стоит на высоком берегу реки Святого Лаврентия, в так называемой верхней части Старого Квебека. Внизу мы видим нижнюю часть города, а также видим, что река в январе не замерзла. Первые французские корабли, прибывавшие сюда 400-500 лет назад, вмерзали в лед на зиму с ноября по март. Удивительно еще то, что сегодня лед плывет вверх по течению. Река Святого Лаврентия берет свое начало в одном из великих озер в озере Онтарио. Таким образом, получается, что воды Ниагарского водопада также наполняют эту реку. Сейчас мы смотрим отсюда, а течение реки в этом направлении. Из великих озер в залив Святого Лаврентия. Так что лед должен плыть справа налево. Также из карты видно, почему Квебек в переводе с языка индейцев «сужение реки». Город запирал водный путь в центр континента и поэтому имел стратегическое значение для освоения территорий. Нижний и верхний город застраивались одновременно. Если сверху обустраивались военные, духовенство и чиновники, то нижний город был портовый, с торговлей и гостиницами. Испугавшись пожаров, дома строили из камня, и многие с тех пор сохранились. И сейчас в нижнем городе чудесные улочки в староевропейском стиле. Перепад высот более 50 метров, что как 20-этажный дом. Вниз можно спуститься на фуникулере. Сейчас он, по-моему, закрыт, и мы пойдем по лестнице, которая начинается у здания старой почты, построенной всего-то 150 лет назад. Спускаясь вглубь истории, первое поселение было торговым фортом. Прием шкур у индейцев был постепенно налажен, но население не особо прирастало. Климат сказывался на сельском хозяйстве, и еду приходилось завозить из Европы. В 1663 году король Франции Луи XIV объявил Квебек столицей Новой Франции, нагнал сюда солдат с переселенцами, и город начал прибывать как населением, так и строениями. Так город выглядел в 1688 году.
прошло 80 лет с момента основания и 25 лет, как Луи Солнышко объявил ее столицей. Готовы? Заходим. Вот они, самые европейские улицы в Северной Америке. Сейчас в этих домах на первых этажах магазины с сувенирами. Давайте заглянем в витрины. Не кружки и магнитики, уже неплохо. О, а вот и снегоступы. Совсем как в видео из деревни Иракезов с озера Кроуфорд. Вывеска напомнила, что летом здесь катают в карете, сейчас зимой не сезон. А вот и клетчатая рубашка, как в выпуске уже не новости. А здесь автомобильные номера. Знакомо, да? В следующей витрине, на принтах на фартуках, мы можем увидеть, как выглядят торсы типичных жителей Квебека. Позавидуем и пойдем дальше. А эта витрина просто рождественская сказка. Кажется, заглянешь и увидишь, как эльфы подарки делают. А нет, делают попкорн. Тут же начинается и лестница, если ей переводить дословно, перелом шеи. Думаю, в русском варианте упадешь, костей не соберешь. Надвигается снегопад, и уже начинают чистить улицы и поливать их реагентами. На самом деле очень скользко, так что на лестницу ступаю с опаской, все-таки недаром имя такое. С лестницы открывается вид на старейшую торговую улицу Северной Америки, Малая Шамплейная. Она не только старейшая, но и одна из самых красивых улиц, с ее ресторанчиками и бутиками. Рождественские декорации не убирают всю зиму, так что если хотите совершить путешествие в зимнюю сказку, то вам сюда. Рестораны в основном местные, не сетевые. В магазинчиках много крафтовых и дизайнерских вещей. Все это тоже придает уникальность этому месту. В Нижнем городе архитектура старой Франции. Легко представить, что по этим улочкам могли бы ходить мушкетеры короля. Тем более Д'Артаньян был современником этим улочкам, 17 век. Не только мне приходит такая идея в голову. Так, при съемках фильма с Ди Каприо и Том Хэнксом «Поймай меня, если сможешь», сцены из Европы снимались здесь. Пригляжусь повнимательнее, когда буду пересматривать этот фильм. А вот эта улочка выводит на главную площадь Нижнего города. И это не просто площадь, а колыбель всей новой Франции. Именно здесь была построена первая зимовка основателем Шамплейном. Тут была главная торговая площадь. Самые богатые люди того времени строили здесь дома, и сам король Франции Луи XIV повелел возвести памятник в свою честь. Откуда и название площади – Королевское место. Дома, которые мы видим сейчас, постройки 18 века. В те века Англия и Франция часто воевали между собой, и Квебек дважды отбился от английских военных экспедиций. Из 17 века вот эта церковь, Нотр-Дам имени Победы. Свое имя она получила в честь победы над англичанами.
Третью атаку выдержать не удалось, и в 1759 году, в разгаре Семилетней войны, Квебек был захвачен англичанами. Тогда городу знатно досталось. Также в ходе сражения за город оба генерала и с французской стороны, и с английской были убиты. Французский генерал умер от полученных ран в доме хирурга, который не сохранился, но стоял через улицу от современной пиццерии «Полина», с которой мы начинали наше путешествие. А смерть английского генерала на поле боя была увековечена в живописи. Вот эта знаменитая картина. 4 года спустя, в 1763 году, закончилась Семилетняя война, и контроль как над городом, так и над всей Новой Францией перешел англичанам через 155 лет после основания Квебека. Был и третий генерал, убитый при попытке захватить город. Но это был американский генерал Монтгомери в ходе военного похода в 1775 году. Тогда Квебек отбился и устоял. Опять не обошлось без живописи. А через год, после провозглашения Америкой независимости, Квебек стал столицей уже английской колонии. Вот такой вот поворот истории. После этого случился Великий Квебекский акт в 1779 году, который сохранил католическую веру и французский язык. Начала коваться история современной Канады. Мощнейшим толчком к развитию города Квебека стала Наполеоновская война против Англии, когда Наполеон перерезал пути поставки древесины из стран Балтии в Англию. Тогда лес стали заготавливать в Квебеке. Вот оно появление канадских лесорубов. А порт Квебека стал одним из крупнейших в Северной Америке, по-моему, третьим по размеру. Но развитие города зашло в тупик. Корабли стали строить из железа, спрос на дерево упал. А климат Квебека не позволял конкурировать с более плодородными землями на юге, где рос и развивался Монреаль. Очередной выкрутас истории, что этот самый спад позволил сохранить старый город Квебек. Во время упадка не было спроса на жилье, и не было необходимости сносить старое, чтобы освободить место под строительство нового. Была идея снести стены вокруг старого города за ненадобностью, но стены отстояли, и на сегодняшний день это единственный город севернее Мехико, который сохранил старые крепостные стены по всему периметру Северной Америки. А сами жители Квебека шутят, что сначала стены защитили от американцев, а теперь как достопримечательность помогают заманивать американских туристов в город. Квебек более холодный город, чем Москва, а количество снега зимой просто запредельное, больше 3 метров снега за зиму. Такое количество уверенно удерживает Квебек в десятке самых снежных городов мира. Я думаю, климат и послужил главным сдерживающим фактором для развития колонии и нежелание переезжать сюда из Франции. Долгие зимы было сложно пережить. Огонь призывает своим теплом зайти внутрь и погреться. Но сегодня не холодно, и мы от чудесной улицы спустимся к дороге у воды. Отсюда открывается лучший вид на шато Фронтенак с этого берега. Сегодня мы можем наслаждаться зимой, архитектурой и уличными декорациями. Улочки маленькие и уютные. И мы быстро добираемся до следующей точки, до Королевского редута. Спустились под горку весь путь вниз до самого парома. А теперь надо будет возвращаться, и это уже в горку. В домах на этих улочках есть гостиницы. Или можно снять квартиру и пожить несколько дней в этом историческом квартале. Ну а если есть пара миллионов долларов, то квартиру можно и купить. Дома в хорошем состоянии.
50 лет назад весь квартал прошел через реновацию, но с очень внимательным отношением к историческим деталям. Старались сохранить всю историю места, насколько было возможно. И из-за заброшенного района, который опустел еще в 19 веке из-за эпидемий, завозимых из Европы, получился просто образцовый квартал, восхищающий туристов, который еще и жилой комплекс. На пути вверх на склоне виден фуникулер. Ему больше 140 лет, из них более 100 лет работает на электричестве. А дом у его основания тоже памятник истории. Здесь жил Луи Жолье, первопроходец, картограф и исследователь. Он родился здесь, в Квебеке, и был первым человеком, кто описал путь из Квебека до Миссисипи. Вот на карте, им созданной, видно, что из великого озера Мичиган можно добраться до притоков Миссисипи. Все, кто ходил в водные походы и знает слово «портаж», ставьте лайк. Мы обошли половину Нижнего города, и теперь возвращаемся в Верхний город. Под управлением англичан в XVIII веке привнесли архитектуру в стиле неоклассицизма, а к концу XIX, следуя всемирной моде, появилась архитектура романтизма. Вон, самый большой образец торчит отовсюду, Шато Фронтенак видать. Далее по улице, по правую руку от нас, собор Нотр-Дам-де-Квебек. Главная церковь, собор, базилика Новой Франции. Еще сам Ришелье запретил протестантам селиться в Новой Франции, и единая вера была католицизм. С первопроходцами в экспедицию часто отправлялись миссионеры, а в самом Квебеке были возведены колледж иезуитов, который на год старше Гарварда, и женский монастырь Урсулинок. Также чуть позже, но все еще в 17 веке, появилась и духовная семинария. Все отстроили себе каменные здания. Иезуитский колледж позже перестроили, а вот остальные здания так и стоят с тех пор. Мы их уже видели на картине. Если в Нижнем городе рождественские декорации на всю зиму, то в этом магазине Рождество круглый год. Мне припоминается, что похожий магазин Рождества было и в Эдмонтон-молле. Но мы идем дальше. Не только по улице, но и по истории архитектуры. Уже в 20 веке в старом городе Квебек появился небоскреб. Изначально в 16 этажей, теперь 18 этажей. На верхних живет премьер-министр Квебека. Как Бэтмен обозревает город с высоты. Похоже, это первый и последний небоскреб в старом городе Квебека. Тут запрещены постройки выше 8 этажей. Этот появился в лихие времена 1920-х, когда новые буржуи, обретя свои богатства, кутили на все перед Великой депрессией. 400 лет с момента основания Квебека отмечались с размахом. От небоскреба до отеля Шато Фронтенак прошел канатоходец, а швейцарский кантон подарил городу швейцарские часы. Вот они, точнейшие механические часы. Напомнили мне путешествие на машине, когда мы путешествовали через Квебек и оставили маленькую Машу в гостинице, а сами пошли гулять. Маша так крепко заснула, что когда мы вернулись, мы не смогли достучаться до нее в дверь. Пришлось портье вызывать и дверь открывать. Они могут открывать залоченные двери. Подсветка городской ратуши. Она построена на месте колледжа иезуитов. Несмотря на юный 150-летний возраст, все же входит в число архитектурных памятников. Церкви, монастыри, колледжи и семинарии Новой Франции сказались на судьбе города. Будучи под управлением англичан, католичество и французский язык был сохранен. Как говорят, хочешь узнать, как будем жить завтра, посмотри, чему учат детей в школах сегодня. Вся система обучения в Квебеке вплоть до середины 20 века подчинялась католической церкви. Ирландцы, массово перебирающиеся и бегущие от голода в Ирландии, составили до трети жителей Квебека, но и они перешли в последующих поколениях на французский язык. И сегодня многие жители современного Квебека считают себя потомками ирландцев и говорят на французском с квебекским диалектом. В Квебеке более 90% населения считает родным французский, а английский знают процентов 15-20. Если отъехать из туристического центра, то английский вас не спасет. Мы как-то чуть не попали на бензоколонки во время путешествия, но с нами была наша дочь Маша. Она знает французский, и мы были спасены.
Oui, ces deux-là n'ont pas appris le français au cours de ces années. Je dois les aider à traduire. Ils auraient été vraiment foutus sans moi. Даже привычный всем Макдональдс выглядит по-квебекски. Надо проверить, есть ли в меню ставший всемирно знаменитым путин. Это картошка фри с сыром, политая жирным соусом. Появилась в 50-х годах и теперь входит в особенности национальной кухни Канады. Говоря про архитектуру Квебек-Сити, нельзя не показать здание парламента провинции, хоть он и за крепостной стеной. К нему мы сейчас и направимся, это близко. Путь пролегает по улице Старого Квебека в сторону ворот в крепостной стене. Неожиданно напоминание о зиме и особенностях климата. Хоккейная коробка. Она открыта для посещений, и сейчас обычные жители развлекают себя любительским хоккеем. Команды уровня НХЛ в Квебеке нет. Ближайшие команды в Монреале и Оттаве. Но город знает мировой уровень хоккея. Здесь часто проходят юношеские чемпионаты мира. А в 2008 году был и исторический финал взрослого хоккея, где мужская сборная России одержала победу. Да-да, здесь, в Квебеке. Вот и здание парламента. Там много чего на фасаде. Красивое здание. А напротив уже началась подготовка к зимнему фестивалю. И из ледяных блоков возведут ледяной замок. А мы опять перенесемся к отелю Шато Фронтенак. Город, замешанный в круговорот исторических событий, уже и сам становится частью истории и порождает исторические байки. Так, например, памятник Шамплейну своял скульптор, который был один из выживших с Титаника. А всего в сотне шагов от памятника, в бальном зале отеля, Селин Дион подписала контракт с компанией Sony, и началась ее всемирная слава. На бульваре опять заметна подготовка к зимнему фестивалю. Здесь любят зимние развлечения. А на ледяной горке можно прокатиться на знаменитых канадских деревянных санках. Но мое внимание привлекли древние пушки. Ходит байка, что пара из них из Российской империи были захвачены англичанами в ходе Крымской войны. Сейчас не пойду, а вот если окажусь летом, то обязательно проверю герб, отлитый на пушках. Ну или вышлите в комментариях, если окажетесь в тех местах раньше меня. Мы возвращаемся к парковке. Но на этом прогулка по истории не закончена. Отправляемся в ресторан, расположенный на крыше гостиницы. Видите, светится зеленым. Гостиница «Конкорд». Подземная парковка вырублена в скале. Впечатляет. Похоже, я видел в Кингстоне. Нам в лифт и на самый верхний этаж. Прогулка на свежем воздухе разыграла аппетит. Ресторан непростой, все столики с отличным видом. А фишка в том, что весь ресторан вращается, и вы увидите все вокруг. Туристов заманивают на смотровую площадку в соседнем здании. Соседнее здание выше, но я рекомендую все же это место, где еще, помешивая чаю ложечкой в стакане, можно любоваться пробегающим пейзажем. Прям совсем как в купе поезда. И не спеша, за обедом, мы доезжаем до вида на старый город, где сегодня гуляли. Отметим здание парламента, небоскреб, здание почты у памятника Шамплейну и лестницы. И, конечно, гостиницу Фронтенак. Все рядом. И по физическому расположению, и по сохранности всей 400-летней истории колониальной Северной Америки и Канады. Такое уникальное сочетание и позволило ЮНЕСКО объявить Старый Квебек памятником всемирного наследия. Квебек не только старая история, но и участник вполне современный. Например, в военном форте Цитадели
проходила встреча Черчилля, Рузвельта и канадского премьер-министра, где был утвержден план вступления союзнических войск в Европу в ходе Второй мировой войны. Я тоже вношу свой малый вклад в историю Квебека. По работе я установил первый в Канаде масс-спектрометр с МАЛДИ-ионизацией, позволяющий видеть распределение молекул на гистологических срезах. Блин, как просто объяснить, что Шамплайн сделал, город основал. Мой же вклад звучит как тарабарщина какая-то. Надо будет записать ролик с объяснением, что это за штуковина такая МАЛДИ, масс-спектрометрия. Есть и личная история, связанная с этим городом. И здесь все тоже непросто, как и у первопереселенцев. Маше никак не дается этот город. То проспит в отеле в силе возраста прогулки по ночному Квебеку, то позже при поездке сюда с классом загремит в госпиталь. Помните крутые подъемы? Так вот, усталость и одышка у ребенка ее совсем расстроили. А проверка в госпитале подтвердила низкую оксигенацию и воспаление легких. Это сейчас у всех ковид на слуху. Но и до ковида полно всякой вирусни ходило. Под общими названиями вирусная пневмония. Та история с хорошим концом. Уже через сутки ребенка выписали. А у меня было путешествие, чтобы забрать ее отсюда. И если Машу забирал прямо из госпиталя, то ее чемодан с вещами забирал вот именно из этого отеля Конкорд. Город полон историй и историями. Обязательно посещение, если живете в Канаде или планируете путешествовать в Канаду. Что зимой, что летом есть чем заняться и на что посмотреть. Спасибо, что досмотрели, и до новых встреч.